Любите похрустеть? Мы очень любим. Но грессини я готовлю в основном для того, чтобы украсить праздничный стол. С такими стаканчиками стол выглядит действительно очень торжественно. Правда, у меня здесь почти ничего не осталось, потому что это очень вкусно, и я забыла предупредить своих домашних, что я не успела сфотографировать. Для праздничного стола я испеку новые. Такой желанный хруст. Хоть грессини так смачно и звучно хрустят, они не получаются жесткими. Они очень нежные и хрупкие. Готовятся они из довольно плотного дрожжевого теста. Для этого наливаем в глубокую миску 170 мл воды. Вода должна быть слегка теплой. Добавляем неполную столовую ложку сахара и 7 грамм свежих дрожжей. У меня гранулированные. Я также добавляю 1-2 столовые ложки оливкового масла или любого растительного и всыпаем 300 грамм белой пшеничной муки высшего сорта. Такое тесто очень удобно готовить в хлебопечке или в планетарном миксере, но я показываю, как приготовить вручную. Итак, все ингредиенты смешиваем в ком, тесто не вымешиваем и оставляем в миске для аутолиза где-то на полчаса. Ну а в это время мы подрумяним семена. Я добавляю по 1 столовой ложке льна, кунжута, чиа и пол столовой ложки черного тмина. Но вы можете добавить то, что у вас найдется, 1 или 2 вида семян. И на малом огне непрерывно помешивая, в течение где-то 5 минут подрумяниваем их до слегка кремового цвета. Оставляем остывать. Через полчаса аутолиза тесто становится очень мягким. Добавляем 1 чайную ложку соли и примерно 60 грамм тертого пармезана. Должна сказать, что если нет пармезана, можно добавить, например, сыр чеддер или какой-нибудь другой твердый сыр. Втираем этот сыр в тесто. Тесто должно его полностью вобрать. Если трудно в миске, можно перейти на стол. И в течение 2 минут производим легкий замес. Получаем вот такое приятное упругое тесто. И в миске для большего удобства добавляем семена. И я добавляю еще вот такой сухой жареный чеснок, который придает особый аромат любой подобной выпечке. Втираем все добавки в тесто. Кстати, такое тесто можно использовать как основу для какого-нибудь соленого тарта, например, лукового, или закрытого пирога, например, с картофелем и сыром. Для равномерного распределения всех добавок по тесту я раскатываю тесто скалкой, сворачиваю, а затем раскатываю в обратную сторону. Такое воздействие на тесто имеет эффект, похожий хорошему замесу. Как видите, тесто очень послушное. При работе с ним не нужно ни подпылять рабочую поверхность, ни смазывать ее маслом. Оставляем тесто укрытым на столе для ферментации примерно на 1 час. Через час тесто расслабилось и немного подросло. Раскатываем его как можно тоньше в большой прямоугольный пласт. Ну не до прозрачного, конечно, но толщиной пару миллиметров. Если тесто плохо поддается, можно дать ему 5 минут передышки и продолжить раскатывание. Далее острым ножом или роликом для пиццы вырезаем ровные полоски. Выкладываем их на противень, застеленный пергаментом, и даем им расстойку, сколько у вас хватит терпения – 40 минут или час. У меня нестандартно широкая духовка, поэтому полоски не занимают всю длину противня. Для стандартной духовки они должны быть на противне от края до края. Грессини можно сделать абсолютно ровными или вот так волнистыми. Конечно, длину вы регулируете сами. Можете сделать их коротенькими, а можете вообще поперек нарезать, и получится просто хрустяшки взамен магазинным чипсам. Итак, через час после расстойки под полотенцем заготовок при комнатной температуре я отправляю их на выпечку в предварительно разогретую до 180 градусов Цельсия духовку примерно на 13-15 минут. Через 5 минут после начала выпечки я включаю режим конвекции для равномерного золотистого цвета. Но в любом случае во время выпечки нужно поглядывать, чтобы грессини не начали подгорать. Такие хрустящие грессини можно приготовить заранее, до праздника, недели за 2, скажем. И они спокойно хранятся упакованными при комнатной температуре.
Перед подачей на стол я бы рекомендовала их слегка подсушить в духовке при температуре 70 градусов с легким обдувом. Надеюсь, рецепт грессини вам понравился. Я рада, что мне после некоторого перерыва удалось снять новое видео для канала. И ни в коем случае не пропустите мое следующее видео. Я готовлю кое-что особенное, что обязательно должно быть на вашем новогоднем столе. А на сегодня у меня все. Спасибо, что были со мной. Ну и, конечно, не забудьте поделиться этим видео с вашими друзьями. Ну и ставьте лайк, если действительно понравилось.